Привет, друзья! Давненько не было видео, давайте исправляться. Сегодня будет действительно что-то полезное и практичное. Будем создавать музыку на компьютере и мобильном телефоне с помощью программы FAMI Studio. Софт бесплатный, автор из Сингапура. Это очень функциональный зверь, он позволит вам открывать исходники классических мелодий из игр, смотреть, как они устроены, на каких инструментах все это было сделано. Позволит вам экспортировать свои файлы в аудиоформаты, видеоформаты с классной визуализацией, по трековой или в спектре, для, может быть, ваших тиктоков или коротких видео для ютуба, и также позволит экспортировать вашу композицию в ROM для запуска на реальной приставке, или на эмуляторе, или даже на Polyend трекере. Ну погнали, переходим на сайт разработчика famistudio.org, смотрим, как это все стильно выглядит. Буквально пару дней назад вышло новое обновление, и скачиваем для своей системы. Посетите YouTube. Hey guys, welcome to Поставьте Lois, это важно в современном мире. И еще здесь есть ссылочка на набор пресетов и сэмплов, которыми мы будем пользоваться поначалу. Это действительно супер удобно. Так, все необходимое мы с вами скачали практически. Потом для видео нам еще что-то понадобится, но об этом позже, программа сама нас научит. Скачали с вами два архива, давайте их распакуем в отдельные папки. Запускаем FAMI Studio. Нас сразу встречает окно. Как здесь чем пользоваться, обязательно к ознакомлению, чтобы потом не тупить, к этому окошку всегда можно будет вернуться. Нам сразу доступна возможность ознакомиться с демо-треками. Вот давайте на примере утиных историй это сделаем. Из приятного мы можем запускать с вами также оригиналы. Я думаю, вы знаете сайты, где это можно посмотреть. И вот я нашел «Черный плащ». Крутяк, ну, нам все это не нужно, открываем новое окно. Давайте разбираться по порядку. Создать файл, открыть файл, сохранить. Экспорт, режим редактирования при записи, настройки проекта. Давайте сюда сразу зайдем. Из полезного и необходимого я рекомендую сразу включить скролл-бар, это будет удобно. Дальше первоначально по настройкам здесь делать ничего не нужно. Я использую MIDI-клавиатуру Arturia, буду с нее набивать сегодня нотки. Play, запись, стоп, кнопка, включающая MIDI, метроном и переключение режимов. Изначально нам доступно 5 дорожек, 2 для мелодии, треугольник на бас, шум и отдельная дорожка для работы с сэмплами. Снизу piano-roll. Перемещение происходит на зажатую кнопку мышки вправо-влево. На левый клик мы что-то создаем, на правый удаляем. Весьма просто, думаю, для тех, кто занимается созданием музыки в DAW, это будет весьма удобно. Право, самое интересное, у нас есть настройки проекта, имя, автор и наши подключаемые модули, это я вам покажу потом. Инструменты, у нас есть сэмплы и возможность создавать новые инструменты по разным цветам и давать им названия. Также можно сохранять и экспортировать, импортировать сэмплы, и можно делать свои арпеджио и агрегаторы. Начнем с ритм-секции, как основу всей нашей композиции. Мы изначально скачали архив, здесь есть кик-драм и снейр. Чтобы их добавить, и они звучали у нас в пиано-роле, мы с вами на инструменте нажмем справа на волну и перекинем на нужную нам нотку. Бас-драм и снейр. Так, теперь они звучат. Можно послушать. Есть настройки, можно посмотреть форму волны. И есть настройки по звучанию, чтобы все это дело под себя отредактировать. Как работать с пиано-роллом? Берем сразу 4 такта. Цвет нас устраивает. Выбираем нашу дорожку. Дальше. Есть настройки в пиано-ролле инструментов. Они будут доступны на других каналах. Пока что нам это не нужно. Можно настраивать как отдельную ноту, так и всю дорожку, накидывая на нее эффекты. Есть магнитик, который прикрепляет
к сетке наши ноты, за что я дичайше не люблю секвенсоры и заниматься созданием музыки на компьютере, потому что в трекере так криво накосячить невозможно. Также здесь есть возможность длины нашей ноты на правую и левую кнопку и возможность сделать это на весь экран. Пока нам это не нужно, теперь перейдем в настройки самой композиции. Song 1, настройки, можем ее переименовать. У нас здесь есть темп, давайте сразу возьмем под 167, почему бы нет. Количество нот, количество фраз, все это окей. У нас сейчас стоит 16, давайте сделаем 4, и теперь у нас все это будет зацикливаться. Например, мы просто сделаем с вами квадрат и будем с ним работать. Доступны кнопки Home, и давайте уже будем прописывать наш бит. По управлению Play это стоп, Enter это рек, Ctrl Play начало паттерна, проигрывание с начала паттерна, Shift Play проигрывание с начала дорожки. Так, давайте поставим кик в сильную, посмотрим, что у нас по темпу. Так, уберем магнитик и сможем чуть-чуть уменьшить. Туту. Окей, теперь рабочий. Также без магнитика длину ноты можно контролировать, протягивая мышку. Ну, окей, вот в таком духе и пойдем. Так. Дальше. Правой кнопкой мыши можно выделить участок. Если зажать Ctrl, то можно будет его копировать. Это работает с паттернами. Если зажать Ctrl и перенести, то это будет именно тот паттерн, и если вносить изменения в один, то и во втором они будут изменяться. Если зажать Ctrl-Shift, то мы будем создавать новый паттерн, и видите, у него название уже другое. И тогда они будут разными, и внося изменения в первоначальный или вторичный, они будут отдельны. Мы с вами пока все это дело просто копируем, приближаем и внесем небольшие изменения. Так, чтобы было пободрей, копируем наши инструменты. Послушаем, что получилось. Из приятного, где ваш курсор находится на экране, туда вы и будете приближать и отдалять. Слушаем. Дальше возьмем Noise канал, и здесь мы можем с вами добавить каких-нибудь хай-хетов или полностью прописать мелодию. Для этого нам нужно создать инструмент и обязательно сменить цвет, чтобы не запутаться. Будет у нас простенький Noise канал. Можно набить ритм-секцию, используя только Noise канал, но работа с сэмплами мне нравится чуть больше. Главное показать вам такую возможность. Найдем какое-нибудь звучание повыше, накидаем хай-хетов. Посмотрим, что из этого получится. Тоже их все копируем, как паттерн, Ctrl-Shift, и послушаем. Если нас не устраивает звучание, мы можем выделить все наши ноты. И зажатой клавишей Ctrl мы можем перемещаться в пиано-роли по октавам. Также доступна возможность мьютить каналы или делать соло. И также просто стрелочками можно двигать вправо-влево и вверх-вниз. Окей, подойдет что-то такое. Теперь по инструментам. У нас есть простенькие настройки. Мы возьмем с вами громкость. По умолчанию она на всех инструментах 15, это достаточно много. И сделаем потише. Слушаем ритм-секцию. Теперь добавим новый инструмент. И уже, чтобы не путаться, назовем его бас. Наш треугольный бас, он имеет минимум настроек. И уже на MIDI-клавиатуре набьем нашу основу.
Поменяем октаву. Отлично. Здесь магнитик в 1,5. Давайте посмотрим, как это будет. Поставим запись и набьем. Так, работает, но мы в октаву сегодня делать не будем, чуть-чуть поинтересней. Также доступна запись в реал-тайм во время проигрывания композиции, если после река нажать play. Теперь перейдем к мелодии. Добавим еще один инструмент. Назовем его классический пульс 1. Тоже магнитом пропишем. Это будет наш аккомпанемент. Вот я тут нотку пропустил. На этом примере могу показать, почему я не люблю секвенсоры и работать за компьютером. Даже имея магниты и прочие возможности прилипания, вот такое действие меня раздражает безумно, когда вы тыкаете ноту сюда, туда, длиннее. Все монофоническое, если вы где-то поставите параметр, то у вас все обрежется. С одной стороны, круто, что это все автоматизировано, но даже со времен Ableton и Fruity Loops'ов я предпочитаю трекеры. Все проще и понятнее. Последний квадрат. Давайте послушаем, что получилось. Пишем основную мелодию. Паттерн 1, инструмент 2, соль. Хом. Си. Ля. Соль. Си. Ля. Фа. Ля. Си. Ура! Слушаем отдельно. И вот за это я не люблю секвенсоры. Что мы еще полезного можем сделать сразу? Это зажатой кнопкой Shift сделать fade out, и теперь у нас не такие бесячие звуки, точнее их переходы. Вот здесь еще хочется добавить нотку, чтобы показать вам пример. Копируем с Ctrl. Пример слайда. Если зажать кнопку S и вывести куда нужно, то у нас получится хороший эффект прям одной кнопкой. Так, и вот здесь мы что-то не дотянули. Наверное, фа диез. Теперь послушаем всю композицию вместе. И давайте приводить все это в божеский вид. Зайдем в настройки нашей композиции и сделаем 9 тактов. Оставим все как есть. Теперь мы можем либо правой кнопкой мыши по пустому месту, либо сверху тыкать и выбирать сразу все фразы, либо с зажатым шифтом мы можем выбирать несколько дорожек, только те, которые нам нужны. Теперь мы Ctrl-Shift все это копируем. Так, опять же шифтом правой кнопкой мыши переносим, и у нас есть такт в начале. Зачем он нам нужен? Во-первых, здесь я также хочу показать вам слайс, и вот видите, у нас вся дорожка, она едина. Мы можем использовать на ней разные инструменты, для этого достаточно просто перенести цвет, но также это все дело можно отменить. И я хочу сделать вступление из-за такта. Возьмем соль на октаву пониже. Чтобы изменить длительность такта, 2 раза клацаем на его цифру и ставим галочку
кастомные параметры. И теперь вместо 16 мы поставим, например, 8. И наш такт сократился в 2 раза. Нам это, в принципе, подойдет. И опять же вместе с S сделаем слайд, и у нас будет начало уже с интересным питчем. Давайте еще добавим пару бочек. Так, как тут весело-то ориентироваться. Добавим 3 удара. И, может, подальше. Ладно, сделаем что-нибудь такое. Еще очень полезная функция. Здесь есть реприза, то есть наша композиция сейчас проиграет 9 и начнет с 1. Если мы хотим, чтобы после 9 играл, например, 2, то с зажатой кнопкой L мы можем репризу переместить на начало такта. И теперь, проиграв 9, мы попадем сразу на 2. И так можно зациклить композицию. Теперь давайте попробуем привести инструменты в порядок и ознакомиться с их функционалом. С сэмплами более-менее все понятно. Я думаю, здесь методом проб и ошибок у вас все получится. Спрячем это окошко. Бас. У баса есть громкость, duty и pitch. По большому счету на треугольнике все будет звучать плюс-минус. Громкость басу давайте приберем на 14. Так, а почему первый? Бас. Я назвал бас зеленым, а сам бас ну-ка. Слушаем только бас. Давайте это исправим и просто перетащим бас на выделенные ноты. Отлично, теперь у нас бас — это инструмент бас. Все, громкость есть. Начнем тогда с первого инструмента, синий. Это наш пульс 1. Слушаем его отдельно. Чтобы сделать интересное звучание, мы можем количество наших параметров увеличить практически до бесконечности и делать подобные вещи. То есть сейчас мы меняем форму волны, но это нам не особо нужно. Все, что следует тут запомнить, что не стоит 2 одинаковых инструмента пускать в одном диапазоне, поэтому мы возьмем что-нибудь в серединку, а на пульсе 2 мы уберем. Так. Громкость. С громкостью тоже можно поступить интересно. Можно сделать плавную атаку, нарастание и стаккато. Давайте где-то с 9 на этом и остановимся. Pitch позволит нам сделать некое вибрато. Например. И арпеджиатор — это как C-команда в LSDJ. Вот такими простыми параметрами сразу на дорожку можно добиться интересного эффекта. Помимо этого, мы можем на самой дорожке уже отдельно для каждой ноты делать различные эффекты. Громкость, сид, глубина, питч и смена формы волны. Слушаем дальше. Пульс 2. Он у нас очень громкий. Окей. Мы разбили по диапазону 2 инструмента, и теперь они стали более читаемы. Окей, здесь мы сделаем затухание. Ну, давайте, если так, то вот так.
До нуля доходить не стоит. Сейчас где-то наконец-то будет длительность ноты. Ну, хорошо. Отлично, теперь с басом. Чутка добавим сэмплом. Все, на мой взгляд, композиция готова. Теперь посмотрим, что насчет экспорта. Стандартный WAV MP3, называем трек, выбираем частоту, выбираем каналы. Окей. Дальше. Видео. Мы можем сделать пиано-ролл, красивый по дорожкам, и можем сделать осциллограф. Для этого нам необходимо зайти в настройки и скачать FFmpeg. Заходим в настройки, берем FFmpeg, нам открывается кнопочка «Скачать», и для Windows скачиваем в нашу папку тот архив, который вам необходим, какая у вас система. У меня Windows 64, Shared, и качаем его в нашу папку. Показываем в папке, извлекаем архив. Мы это сделали, и теперь здесь необходимо указать путь, где находится наша папка, которую мы сделали, и вот она у меня здесь. Здесь есть bin, и в ней мы выбираем файл, кликаем галочку. Теперь нам для экспорта доступны видеоформаты. Давайте попробуем. Нажимаем ОК и ставим название 1, 2, 3. Погнал рендер. Думаю, с аудиоформатами вы разберетесь и без меня, тут ничего удивительного нету. Классно, теперь давайте попробуем Xscope. Назовем уже 2, 3, 4. Рендер готов. Дальше мы можем сохранить это как ROM, как MIDI, как текст, как код. Но мы возьмем с вами NSF формат. Это музыкальный формат ромов от NES. Назовем ее как-нибудь. И теперь у нас есть ROM, который можно запустить в эмуляторе или используя флеш-картридж на реальной приставке. В моем случае я буду делать это на Plant-треке. Более подробную информацию посмотрите на сайте разработчика. Там есть видео, туториал по ПК и мобильной версии. Обязательно обратите на это внимание. Теперь посмотрим наши видеофайлы. Ну, вот такая прикольная анимация. Конечно же, сразу видно, что надо было поменять и разнообразить такты, паттерны и квадраты. Не надо все это дело повторять, будьте музыкальными, экспериментируйте и делайте что-то интересное, но для примера, думаю, подойдет. И второй вариант визуализации. Вот такой прикольный контент можно делать и записывать как побочный продукт, создавая вашу композицию. Это очень приятно, очень круто, действительно функциональные какие-то визуалы можно сделать. Теперь наш ROM NSF класс, закинем его на флешку и перемещаемся вид сверху Plant треке. Сделали визуализацию для ROM. У вас все это также будет работать на картридже или на эмуляторе. Запускаем. Переходим к Android, качаем Fami Studio 4.7, 8-битный музыкальный редактор Chiptune. Очень круто, все бесплатно. Качаем. Здесь нам также доступны демо-версии треков, можно их посмотреть и послушать. И мы сохранили наш трек с компа и запускаем его сейчас на планшете.
Здесь также доступна запись, клавиатура интересная, возможности каналов, наши инструменты. И все здесь достаточно удобно. Пиано-ролл. Накидывать мелодии в поездке или на работе, или по пути где-нибудь еще на телефоне, планшете, любом мобильном Android-гаджете, а потом открывать все это дело на компе и в большой версии работать и приводить уже все это дело в порядок. И напоследок, для тех, кому всегда мало каналов, или кто думает, что Fami Studio это не мультифункциональный зверь, если зайти в настройки проекта и включить дополнительные модули, то количество дорожек увеличивается, и все это работает, и все это дружит с приставками и различными шинами. Вот такой функциональный гибридный зверь для создания 8-бит чиптюн музыки. Пишите, слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!